Девочки, дома уже приготовила наивкуснейшую кашу с грибами. У меня оставалась подлива с пальчиков. Помните, я готовила пальчики с грибами, и я это еще делала в грибном. У меня остались жареные грибы, и я туда добавила подливу. И это получилось очень вкусно. Пальчики съели, подливы много осталось. И вот сейчас я добавила ее в гречневую кашу. И это, понимаете, вот этот куриный вкус, курица подлива, и плюс еще эти грибы, это и гречка. Это просто лучшее сочетание, лучшее. Это очень-очень вкусно. Захочешь? Да, фиг так получится, если честно, когда готовишь из того, что нашел в холодильнике. У меня еще купатики вот такие. Ну, они золотистые. Камера, конечно, делает их какими-то прям сгоревшими, но они золотистые. Диана и как? Господи, ты ничего, даже, ну, типа, заданий... Ой, там задание было по парам. Уже было у вас по парам, да? Ну, Вот эти все. ну да, меня с этими, с Джаксом, с каким-то Абдуллам Ишмях, я не знаю, у них, они писались, короче, там надо было написать свое имя и фамилию. На доске? Да. Проверяли ваш IQ с самого начала. Думали, может, вас туда по ошибке распределили просто. Не, у меня Марк Бойко. Дальше. Фариза Ахшмехлэхся Абдуллах третья какая-то. Ну что это вообще? Маркуш, это так на первом уроке. К концу ты всех их выучишь, будешь говорить имена без запинки. Они станут лучшими твоими друзьями. Да. Помни, была моя лучшая подруга. Носила сладости, и мне преподала за то, что я Дашина мама, и она мне так, раз конфету, знаешь. Я ее попросила. А, ты я просила? говорю, дай мне еще одну, я маме передам, а потом она уже постоянно давала по две. Вурьял мудр. Ага. Вурья мода? Ну, вур я Вур твоей я матери. Для твоей мамы. Вурьял мудр. В концу ты будешь всех знать, Марк, и будешь ходить с ними еще в парк гулять. А сколько? 4 раза в неделю, так это быстро пройдет все. Обратила внимание, что прошло уже 10 дней. Посмотрите. Ай, плохо фокусируется. Кутикула в лучшем состоянии. Ну, вот это вот возле пальца безымянного. Это просто я там паром обожгла, поэтому там немножко вот такие потрохи. А вообще, я скажу вам, что кутикула в хорошем состоянии от этого масла. И 5 евро, я вам скажу, ну, вообще это не нужно покупать какие-то подороже. То есть все работает, смотрите. 2 раза в день я это масло наношу, и вообще порядок. Намного лучше, чем без. Это точно. Очень пересыхала кожа. И это было просто некрасиво, и неудобно, и дискомфортно. Тут Марк у нас сам себе уже готовит покушать что-то. Слава тебе, Господи. Покажешь? Покажешь? Угу. Ну, тут ничего не могло быть и другого. Вот конвертик. И вот такую красоту Дашунька Марку презентовала. Так, я приехала в Lidl. Марк меня уже очень давно просил купить ему, ну, по возможности, где-то в магазинах, если я увижу вот эти вот Kinder Joy. Там, оказывается, вот эта вот серия сейчас новая, очень популярная, игрушек, сериала «Очень странные дела». Он очень давно этот сериал смотрит, вот. И я как-то так забыла, если честно, про его просьбу. Он же такой, знаете, у меня как бы скажет, не настаивает. Ну, один раз скажет, вот, скинет. Оно ж сейчас, если бы ты думал только об одном, то ладно. А так мне нужно напоминать. Желательно вот как раз перед тем, как я куда-то иду. Вот, но я как-то вспомнила. Точнее, я их не видела нигде. А была в Лидле и увидела. И вспомнила. И взяла ему. И там 3 таких классных, действительно, хорошего качества фигурки. Ну, правда, очень, как для молодежи, конечно же. Очень такие стильные, очень такие вот интересно, очень классно сделаны. Можно, знаете, надевать туда, продевать через шнур зарядки. Ну, короче, они знают, куда молодежь это все приспособить. Ну, и, в общем-то, он попросил... Говорит, ну, по возможности, если будешь, там их большая получается серия, там что-то больше 20 штук.
И мне самой, если честно, понравилось. Да и продукты в Лидле, конечно же. Но мне сейчас на контрасте. Мне же-то так этот Джамбо надоел. Но он у нас рядом находится, Джамбо. Вот. Поэтому я думаю, что лучше, когда есть время, проехаться в Лидл. Это буквально, ну, просто с пересадкой. У нас трам, получается, там 2 остановки, потом пересадка, еще 3 или 4 остановки. Ну, ничего, если есть время, то это не проблема. Ну, Лидл, конечно, прикольнее, чем... Хотя и Джамбо по-своему. Ну, такое. В Лидле больше ассортимент. Поэтому я сейчас приехала. У меня там должна была быть встреча. Ой. Должна была быть встреча, но ее на час позже перенесли. Поэтому у меня есть время. Я как раз бегаю. А вот это вот вкусный кафетерий. Мы когда ходили в Ементу, я не помню по каким делам, или библиотеку делали еще, когда документы оформляли. Заходили туда. Вкусный там и донер, и десерты там были вкусные. Турки, получается, его там держат. Вот так вот. С вами поболтала и уже почти пришла. На самом деле недалеко находится. И я надеюсь, вот я когда была, в пятницу, помню, нет, не пятницу, в понедельник, я была, боже, после работы. Здесь было столько людей. Ужас. Не люблю я, когда много людей. А сейчас отлично. Только это проблема тут с этими тележками, блин. Конечно. Хотя мне много не нужно. Нет вот этих, знаете, ручных, чтобы в руки взял и ходишь себе. Надо только брать огромную. Так, немного продуктов набирать не буду, потому что мне еще идти навстречу, куда я буду. Мандарины. Мандарины взять. У нас Джамбо вкусные мандарины. Ну, здесь больше, знаете. Знать бы они сладкие, чьи. Ладно, неважно, пойду посмотрю на эти киндеры, есть ли они. Марк! Ну так идишь сюда. Так, кофе взяла. Туалетную бумагу, блин, за ней пробегала, в экшен не пошла, пробегала за ней. Бог знает сколько. Мыло. Бери. Ну, такое, по мелочи. Раз. Ого, 4? Ну да. Аж 4. Ну, потому что туда постоянно ездить в Лидл. Я тебе скажу, не всегда с руки помидоры. А у меня слезала весь Лидл. Нет, это все нормально. Что туда не покупал? Там, что я вот должна? Так где? Ты вообще нормальный? Где был? У него есть Лидл, только заходи туда и бери. А с каких шишей? Ну вот за свои шиши, слышишь? Давай я открою сейчас, у тебя там больше, чем у меня. А ну покажите, которые были в прошлом. Ну те, которые были, они вот эти вот. Такие вот миниатюрные, это вообще сериал, не знаю, мой... Класс. Мне вот эти вот нравятся, крайне. Мы самые любимые вообще. Ну хоть одну открой при мне, да я пойду. Пожалуйста. Давай сейчас мы тут посмотрим. Одну. 17. 8. Ну сейчас тут как будто будет, может одна. Что, повторка? А может, я не знаю, кстати. Боже, вот это еще, честно, специально делают, чтобы ходили, покупали. Ну, Каждый это, день. это Ну, классно. эти 3 ему купила, все были разные, вы как видите. Это уже, конечно, под сомнением. О, это еще один, это новый. Новенькая, да? Да. Да вот такая же, как у тебя. Нет, ну Нет? типа... Нет, другая. Другая? Не-не-не-не. Ну скажи, Марк, что там можно на них, ты говорил? Зарядку, да? Ну, что хочешь. На шнур просто. В общем, там насквозь дырка, я так поняла. Да. Вот, да, вот это новая. А, ну да, новая. Вот видите, какая. Насквозь. Тебе надо купить новый коврик. Завтра куплю, Марк, но чтобы ты такого не делал Так это больше. клей, блин, был. Ну, я понимаю. Завтра куплю. Надо обязательно купить. Вот, видите, и тут насквозь получается вон дырка, и можно нанизывать, да, на что-то. Угу. И что, вот это классно считается? Ну, не, ну она такая, да, классная. Классно.
Ой. Ну, Марк говорит, ценность в том, что это лимитированная А коллекция. некоторые, кстати, ну там есть одна фигурка, которую люди продают там вообще какие-то бешеные суммы за 600. Ну как всегда, за какая-то 600, уникальная, да? За 600 гривен, за 2000 я видел. А что за фигурка? Ну там одна есть. Она даже есть в этом. Боже, сейчас. Она даже есть здесь. Ну, как и в этом Лабубу тоже говорят, там есть какие-то там Не, вот сюрпризные, за которыми... Вот этот вот чисто. Понятно, видите? Вот этот, который красный. Понятно. Ну, его тоже, вот эту его другую Короче, версию он редкий, продают. да, какой-то? Ну да, его другую версию продают там за 600 продают, а вот этого там 900, 1000 или 1200. Ну, типа 1200 где-то. Понятно. А Ну, сколько она длится будет, эта акция? Ну, надеюсь, долго. И сколько там их, подожди, 20 сколько? Ну, 20, 22, 24. Ну, короче, 20, правильно я сказала. Где-то так, да. Ну, уже радует, что хотя бы 20 одно плюс. открыл новенькое. Ну, ладно, все, да, я так поняла, так, ты да. хочешь снять? Давай. Я побежала дальше. В общем, в итоге Марк сказал, что все разные. Есть, ну, такие... Ну, это... И что, они все какие-то вот эти серебристые попались? Нет, смотри, есть... Вон вижу. Ну, нет, смотри, там Я вижу, серебристые. я вижу вот Ну, это. серебристые не по сериалу, потому что были там измерения, короче, там других. Ой, сейчас. Эти что были? А вот эти, что новые такие. Угу. Ну, короче, в основном вот эти фиолетовые Угу. попались. А мне больше вот такие нравятся. Ну, мне тоже такие колеровые, но... Ну, они же там ж Ну, куча если они есть. входят в серию, да, то что Ну, поделаешь? да, там все есть. Ну, все, поздравляю тебя. Спасибо. Это круто, что все разные. Уже полным ходом, уже елки в окнах украшенные. Вот, пожалуйста, вам снеговик. Я хотела там только что вам снять прям вообще убранство. Там окна все раскрыты и уже украшенная елка стоит. Ну, там люди идут. Ну, не хочу. Некрасиво, но вот уже все. Уже готовится. Еще больше месяца до Рождества. Да, больше месяца. Сегодня какое? 12 ноября. У нас уже четверг сегодня. Ой, как быстро время пролетело. Эти 3 недели были прекрасными. Это были прекрасные 3 недели. Не нужно было никуда бежать, не нужно было ломать голову, переживать и все такое прочее. Но зато у нас компания сейчас пополнилась. Вообще, теперь мы втроем будем ходить. У Марка, правда, 1-1, но он тоже на час. И опять у нас сегодня будет новая группа, новый преподаватель. То есть опять нужно привыкать, адаптироваться, знакомиться. Вот. Но зато мы этой группой, зато мы будем 2 раза в неделю, не 4, а 2 раза в неделю. А Марк на интенсиве, Марк 4. И будем до марта. До марта. У нас эта группа будет, вот, но все говорят, что 2-1 очень сложно, прям резко, знаете, перепрыгиваешь, учитывая, что у меня 1-2 я. Ну, в принципе, я нормально 1-2 закончила, отлично я закончила. Единственное, что у меня просто проблема с восприятием люстры, слышать, понимать сразу же, понимать, что мне говорят. Вот это вот у меня проблема. А так, в принципе, вот, по программе-то все ок. И словарный запас у меня тоже небольшой. Его нужно где-то пополнять. Думала, все это время буду читать книжки, смотреть мультики, учить. Угу. Да, учитывая, что сейчас и контента нет последние дни особо, вообще снимать-то нечего. Вот, все равно, ну, зато есть другие дела важные, скажу, не менее важные все это время. Так что, вот, жду сейчас своих детей, все собираются, и мы выдвигаем. А этот сидит, меня кривляет. Представляете, замер. Сел с этим бутербродом, замер. Сидит, меня кривляет. Ну, спасибо тебе, сынок. Ага. Давай, приятного аппетита. Марк, мы тебя ждать не будем. Все. Будешь бежать, знаешь, догонять. Давай, приятного аппетита тебе. Спасибо. А еще у меня длина волос. Уже все, вот она. Моя нелюбимая. Вообще ни туда, ни сюда. И хвост не соберешь. И, ну, нет, знаете, как какой-то формы. Так все как-то, видите, тут отросло. Тут такое.
Вообще, сейчас самое то. Или коротко подстричься, или, конечно, не знаю, дальше отращивать его. У меня выбора нет никакого. Ну, мне и так не нравится вот это вот вообще. Ни туда, ни сюда. Так, день прошел. Про урок расскажу позже, если вам интересно. Вот, но как-то день прошел. С этим уроком днем, конечно, тоже. Хорошо, что 2 раза в неделю. Потому что утром ждешь этого урока, в итоге вышел, уже темно, уже все, уже ждешь вечера. День вообще на смарку. Утром на 9 утра, мне кажется, это вообще было идеально. Вот правда. Ну хорошо, что 2 раза в неделю всего лишь. Девочки, зашла в Экшен, взяла уже вот эту вот штору на окно, потому что я заходила уже во все другие магазины. Во-первых, нет нормальной длины. Вот именно такие, чтобы просто они были длинненькими. Тут просто все-таки 1,4 метра. Вообще нормально. Как раз на высоту будет этого окна. Вот и цена совершенно другая. Их разбирают. Дома я очнусь. И теплый вот War White. Это ну, теплый белый. Ну вообще идеально. Вот, поэтому, думаю, возьму сейчас, потом пожалею. И цена как бы, ну, нормальная. Потом буду бегать искать. Вот марку взяла. Уже у него такой, как бы, не совсем свежий этот коврик для мышки. И взяла ему вот, как бы, улучшенную уже такую версию. Вот для руки. Здесь мягкая такая подушка. Не знаю, Марк потом скажет, да, Маркуш? Как она? Есть от нее польза, нету пользы? Да есть, ты думаешь? Да? Ну, я так и подумала, что все же лучше, когда рука на чем-то лежит, чем она висит. Тем более он часто долго там сидит, точнее. Потом взяла бумажные полотенца вот туда, на вот этот, потому что они легкие, не оттягивают. Именно вот эти, которые по 4 штуки. Взяла в Экшене тоже такие вот ватные диски, тоже без них, как без рук. То, собственно, что? Собственно, там и все, да? В Экшене. Да, собственно, я взяла еще, скажите, бисквит я взяла в Экшене. Потом взяла, думала вообще, что на сегодня. Взяла картошки, много, сколько тут, 5, наверное, килограмм. 3 килограмма картошки. Сыр мой. Кофе взяла, потому что взяла вчера в Lidl кофе, и он невкусный. Он какой-то горький. Короче, решила взять еще такой. Вот такой взяла. Почему-то я думала, что он будет нормальный. Тоже десерт. Я почему-то взяла Gold. Думаю, что он будет прям 1 в 1. Посмотрите, даже гранулы 1 в 1. И в итоге нет. В итоге они разные. Так, кофе взяла. Рыбу взяла горячего копчения. Скумбрию. Потом пачку масла взяла. Огурцы. Вот такие вот. И все. Хлеб. Больше ничего. Так, сейчас переоденусь. Начищу картошки. Сделаю пюрешку. Чтобы уже она была у меня. Потому что Марк поехал за аул. Он, конечно, точно. Часа 3 его точно не будет. Валерий может приехать когда угодно. Вот что было, что поесть. Да. Такие пироги. И хочу повесить вот это вот на окно. Для настроения, так сказать. Потому что сегодня чего-то грустно. Не знаю почему. В общем, вот такие вот дела. Как-то так прошел день. Немножко никак. Если честно сказать, то у меня уже пустая под ватных дисках собралась выбросить. Сейчас буду готовить ужин. Потом, короче, не знаю, что я буду делать. Повешу эту гирлянду. Потом хочу смонтировать вам влог. Ничего, я даже не знаю, что там монтировать, если честно. Потому что как такового контента нет вообще. Хотя бы с удовольствием с вами бы чем-то делилась, но нечем было от слова совсем. Было очень много занятое все это время, но снимать было нечего. Вот. Так, еще так интересно сегодня, знаете, вот казалось бы уже все, мы все решили, познакомились, там в игру поиграли.
Вот, и уже, казалось бы, какой-то материал, что-то должны были учить. В итоге там осталось буквально 25 минут или полчаса. Ну, обычно хватало, да, для чего-то новенького. И она нас повела в кабинет, в компьютерный. И там мы все это время просто включали компьютер, потому что нужно было там ввести, это медленная скорость, и нужно было ввести опять все пароли, зайти, зарегистрироваться. Там 5 минут в итоге осталось чтобы сделать упражнение. Ну, короче, такое, знаете, двоякие какие-то такие ощущения, впечатления. Ну, будем делать скидку на то, что это первый день. Ой, вот такие пироги, девочки. Вот, читаю новости из дому. Как вы, кстати, к этому всему относитесь? Что происходит? Я, если честно сказать, что вообще... Я это все почему-то понимала еще, не знаю, наверное, уже 2 года как точно. Вот в какой-то момент я просто стала все понимать. Вот просто ждала, когда это все начнет происходить, начнет быть достоянием общественности. Вот так вот. Обидно все это, конечно, понимать. Очень. Это прям, ну ожидаемо. Для меня это все ожидаемо. Я это все уже давным-давно поняла. Всю эту кухню, так сказать. Вот так вот. Ладно, переодеваюсь. Буду заниматься домашними делами, потому что день как-то прошел вообще, если честно, вообще никак сегодня. Знаю, за что браться, девочки. Для начала включу. Боюсь я его оставлять, когда все уходят. Это бывает очень редко. Но сегодня мы все, получается, ушли. Днем никого не было. Я побоялась его оставлять включенным. Он потому что автоматически включается. Вот, когда, влажность повышается. Думаю, а вдруг там забьется уже, фильтр будет полно воды. Вдруг он будет сигнализировать. Короче, побоялась. Посмотрите, что творится. Это все нужно. Марк вещи оставил, ушел. Мои здесь вещи есть, там на гладилке молчу, нужно гладить. Здесь продукты. Там мои вещи. Вот. Здесь, получается, более-менее. Потому что утром убрала, когда уходила. В общем, такое. И я еще, видите, не разделась. Хлеб нужно достать, все нужно по полочкам разложить, начистить картошки, все прибрать. Нужно это все делать шустро. Здесь сумка. Ага, шустро, еще зонт получается влажный. Потому что вышли. Так, картошка готова. Это очень важных полдела. Теперь ее отварить, потолочь. Все. Все остальное, рыбка есть. Салатик сделаем. Как бы здесь тоже чистота. Вещи убрала по своим местам. Вот. Хочу сейчас, наверное, гирлянду попробую подцепить. Пока никого дома нет, пока никто не мешает. Потому что муж приходит, это капец. Он сразу как бы переключает совершенно на другие дела. Вот, и все. И уже точно будет не того. Я вообще люблю все делать. Мною задуманное, да, тут такое, когда никого нет дома. Вот вообще идеально. Потому что, когда кто-то есть, постоянно что-то нужно другое делать. Как-то так. Между прочим, гирлянда очень добротная. Посмотрите, это лампочки. Потому что на самом деле я почему-то подумала, что это будет вот эта вот проволочка, знаете, которая подскакивает. Вот, но я ничего не имею против, кстати, проволочки, но я почему-то так подумала. Вот. И в итоге открыла, увидела, что это вот такие вот лампочки. Прям хороший провод. Я вам скажу, это добротная вещь, смотрите. Даже вместе с вилкой. Вот такой, знаете, как бы с мощной. В общем, ко мне присоединилась Даша. Вот. И у нас стала проблема, мы не знаем, как их подцепить. Потому что на штору не совсем оно там удобно цеплять. Вот. Есть, конечно же, вот такие вот крючки, но они отпрыгивают. То есть это ненадежно. Их нужно или на клей садить, или... Даша тут музыку включила для настроения рождественскую. Короче, думаем, как бы его так подцепить. Все, вот такую красоту мы с Дашоней сделали. Дашоня принесла, у нее оказалось очень много этих крючков. И они там в итоге были под крючки, вот эти вот насадки. И все прекрасно решилось.
первой, получается, линии идут вот эти вот гирлянда, сверху гардина, она вообще идеально. И ничего сверху не висит. И даже можно вот так вечером, да, Даш, открывать, да, и красиво. Да. Ну, если бы там, конечно, снежок лежал. Мне кажется, с открытым окном даже лучше. Да, но если бы там снежок, знаешь, а на фоне снежка вот этот фонарь, было бы очень атмосферно. Ну, мне говорили, что в прошлом году тут чуть-чуть было, но он падал, и его уже тут и таялся. Не, ну мы что же его застали, Поэтому помнишь, в январе вот был. за него и говорили, да. Да. Но я уже забыла, он реально сразу таял. Конечно, хотелось бы, чтобы это было до начала. Я что-то думала, 1,40 м посмотрела вот эти висюльки. Я что-то думала, они будут как раз до подоконника. А ничего подобного, они какие-то коротенькие. Ну там вон, видите, еще много ушло на вот этот карниз. Оно за карнизом примерно вот так спряталось. Ну, все равно веселей, чем было. Да? Согласны? Согласна. Ну, хотелось бы мне... Не вечно не нравится все вот на 100%. Вот всегда есть какое-то но. Блин. Почему? Вот там за карнизом, Даш, вот так вот спрятано, поняла? Потому что там же первая вот это вот... Короче, вы поняли. Вон, видите, там где она. Ну, мне нравится, что не на все окно, потому что что-то видно еще. Не, но совсем светит. оно было бы до этого было бы лучше, если было длинненькое. Ну ладно, как есть. Правильно, правильно.